Русский технарь. Расскажите про ваш дивный автомобиль. Это фановый проект нашей команды. Мы его готовили специально для выставки, не для выставки, а для пробега Киев-Монте-Карло. Задача этого проекта была привлечь внимание к техническому творчеству и к инженерии, которая, возможно, к тем потенциальным возможностям, которые есть в Украине, а это в первую очередь люди со светлыми идеями. Почему вы выбрали именно Запорожец? Запорожец был выбран по той причине, что это машина, которая привлекает к себе внимание. Это достаточно харизматичный автомобиль. И основным его преимуществом, на наш взгляд, который есть, что он ассоциируется у многих людей, ну, как что-то прошлое, да, прошлое не совсем благополучное, возможно, не те технические характеристики, которые могли бы быть, а дав ему новую жизнь электрическую, мы показываем эту связь с прошлым и то, что в нынешнее время в Украине можно производить современные инновационные вещи. Расскажите про его технические особенности. Какой у него там электродвигун? На момент, когда мы его готовили к проекту Киев-Монте-Карло, пробег на одной зарядке составлял около 500 километров. Максимальная скорость 142 километра в час. Разгон до 100 километров составлял 8,5 секунд. Какие там у него батареи? Батареи общей энерговооруженностью 60 киловатт-часов, литий-ионные. Они занимали практически все место, доступное в этой машине. А мотор с чего вы придете? Мотор собран по технологии «Славянка». Автором этой технологии является Дюйнов Дмитрий Александрович. Собирали мы мотор в Одессе собственными силами. Ну и приблизительная стоимость, если не секрет, такого автомобиля. Приблизительная стоимость как 2 лифа. Проект собирался с четкой задачей участия в пробеге Киев-Монте-Карло. Бюджет его составлял до 30 тысяч долларов. Вы заняли какое-то призовое место? Мы заняли 2-е место в классе переделанных автомобилей. Ну, это у вас еще кроме Запорожца есть какие-нибудь проекты? Кроме Запорожца мы участвовали в проекте, мы были исполнителями проекта «Синхронус», это карета для Монако. Мы делали проект электрического трактора для компании «Авто Enterprise». Косвенно принимали участие в других проектах. Большое вам спасибо. Спасибо вам.